Значит, так, извиняюсь. Одну секунду. Я сейчас посмотрю, на какой у меня переключен. Да, все правильно. Все. Все как надо. Ян, посмотри, так лучше. Вот. Да, нормально, отлично. Мгм. Мы просто решили начать новую серию прямых эфиров. Опять же, о мире мертвых, но немного как-то разнообразить, что ли, название, потому что одно и то же, чтобы люди поняли, что все-таки это разные темы, а то думаешь, это одно и Мгм. то же тема продолжается. Так, почему я назвала загробная жизнь? Потому что э, после смерти, да, за гробом, вот это название. То есть после того, как гроб человека опустили на землю, жизнь не заканчивается. Продолжается, наоборот, начинается самая настоящая жизнь, жизнь вечности, без условностей, без всяких этих телесных трудностей, без этих земных, в общем, земных Мгм. тяжких мучений и прочее, прочее. Начинается другая жизнь. Вот загробная жизнь. Вот мы сегодня будем с вами обсуждать вопросы, опять же, связанные с миром мертвых, с загробным Да. миром и с Непонятные случаи, потусторонним, да. которые вам нужно. И вопросы разбираемые, их очень много, Да. и больше, и больше. Видимо, эта тема всех интересует, но у всех есть умершие родственники, в конце концов. Мы все боимся смерти, мы все хотим знать, что там нас ожидает. Поэтому это самая актуальная тема. Наверное, это самая важная тема в жизни человека после темы любви, да, может даже важнее. Любви, да, деторождение, все прочее, еще и смерть. Что там, как там, чего там. Но хочу вам сказать, у меня есть целая лекция «Загробная жизнь». Это, во-первых. Потом все о мире мертвых, все о духах, мир мертвых, мир духов. Мы проводили уже не один и не два Может, вот так раза поставить, лекцию. Да, чтобы видно было? давай. Вот. И мы 2 года назад еще целую огромную лекцию провели, аж 2 часа с чем-то. У нас там костер был, помнишь, тоже Мгм. о мире мертвых. Очень много было накоплено вопросов, и мы все обсудили. Но все равно этих вопросов очень много, и достаточно, даже 100 тем недостаточно, наверное, чтобы все эти вопросы обсудить, потому что все время новые вопросы. Ну, некоторые вопросы старые, но более подробно обсуждаем. Это, я думаю, что не мешает. Начнем. Яна будет читать вопросы, как всегда, а я, Мгм. естественно, буду отвечать на них. Здесь вопросы не задаем, друзья мои. Вопросы пишем Вопросы Яне. можете задавать мне в WhatsApp Да. до 11 вечера в любой будний день. В Телеграм мне писать не надо. Там я не отвечаю, потому что Телеграм я создала для себя, чтобы читать новости по известным причинам. Ну, еще и чтобы Это весьма неудобно, да. длинные видео принимать, собственно говоря, и все. Да, потому что в WhatsApp там больше 2,5 минут не принимается, а Вот. Telegram очень даже можно любого И количества видео. большая просьба, чтобы она не читала с нуля, да, чтобы понять, что там написано, как. Просто напишите вот вопрос касаемо загробного мира. Или Ну, сразу, мистические да, истории, или истории про домового. сразу, чтобы было ясно, о чем речь, и она просто скинет в форум, потом прочитаем, посмотрим. И да мы, по-моему, первый раз читаем все вопросы, потому что у нас времени нет сидеть читать их Да-да-да. на самом деле. Ну, я перед эфиром тут пролистываю, Слегка, да, чтобы чтобы это... понять, касаемо чего, какой темы и всего лишь. Все, давайте начнем. Когда я была ребенком, то очень сильно боялась, но не понимала, чего и кого. Никогда ничего не видела, а только как будто ощущала. Боялась оставаться одна, боялась темноты и тому подобное. Мама отводила меня к какой-то бабушке, и там мне шептала на водичку. И сказала, что это был сглаз. Вроде оно стало легче, но потом со временем были моменты, когда меня накрывало страхом. Но так как я была уже постарше, то детских истерик у меня не было. Да и я никому не рассказывала. Вроде бы для детей это нормально, но у меня была слишком сильная реакция. Был ли это действительно какой-то сглаз или просто слишком большая фантазия и впечатлительность? Если честно, вот я знаю, что есть бабушки, они не очень грамотные, да, у них есть определенные силы, знания, они лечат, там, заговаривают, но поскольку они не совсем грамотные люди, конечно, они все связывают с глазом, с проклятием. С глаз вообще, например, ну, очень редкий случай, я не помню такой случай, чтобы из-за сглаза там начали бояться. А вот
болеть, хилеть, переживать. Такое возможно из-за сглаза. Но э, чаще всего страхи, они потому что либо комната, в котором вы спали, может быть, там когда-то был покойник, может быть, этот дом был не очень хороший, местность такая, но не с глаз. С глаз здесь ни при чем. У вас совершенно другое, и я бы вам порекомендовала вообще взять и сделать, сжечь страхи, да, и оставить боль прошлого. Нет, я не вижу в том, что вы рассказали, что это с глаз. Это страх, и этот страх мог быть откуда угодно. Иногда бывает, что нам снится что-то, мы не помним, что нам приснилось, но весь день у нас дурное настроение, плохое состояние, нам почему-то что-то мерещится, нам кажется, что-то нехорошее случится. И так и случается. А потом, когда начинаем копаться в памяти, оказывается, нам это снилось. Но у нас так это все стерлось, мы даже не помним. Вот говорят, да, с дурным настроением или не с той ноги встал. То есть вот о чем речь. Нет, вы не придумали. Это действительно страх. И это страх детства. Скорее всего, вам или что-то показалось. Понимаете, как мир потусторонний, он так создан, он не открывает все свои тайные секреты и всем подряд. И даже если он является ненароком, он может просто стереть с вашей памяти свое явление, а страх остался. То есть вы не помните, как это было, где вы это видели, из-за чего так случилось. Но страх внутри остался, необъяснимый страх. Возьмите, сделайте этот ритуал, он убирает страхи, особенно уже застарелые страхи, они как бы меньше питаются вот вашей энергией. Вот то же самое гавах, который сказано. Вот появилась, стерла с памяти, откуда она появилась, что это такое, даже не показалось откуда, чтобы человек не смог это снять. Да, вот она приписала это какому-то там сглазу, вроде что-то нашептала, но не помогло. Потому что причина не найдена, естественно. Ну вот если у вас там голова болит, если вам дали, не знаю, аспирин, подумав, что у вас может температура, а на самом деле у вас мигрень. Причина не найдена, значит лекарство не поможет. Вот и все. Что еще у нас там? Однажды произошла ситуация, которую я никак не могу понять до сих пор. Я спала, и сквозь сон почувствовала, что на мою кровать кто-то облокотился. Мне было неудобно от того, я проснулась, приоткрыв глаза, в темноте увидела какой-то силуэт, наклонившийся надо мной. Но на мое удивление страха никакого не было, и это точно был не сонный паралич, так как я могла двигаться и просто отвернулась в другую сторону. Подвинулась ближе к стене, чтобы этот наклон матраса мне не мешал спать, и уснула. А утром я спросила у родных, они были ночью в квартире. Может, кто-то из них приходил ко мне зачем-то, но они сказали, что спали и ночью не просыпались. Я до сих пор помню эту ситуацию и даже не знаю, стоит ли бояться, было ли это каким-то предупреждением или нет. Может, это повторится когда-то. Объяснить я это никак не могу, мне тогда было около 12 лет. А что касаемо страхов, когда я наткнулась на ваш канал и стала смотреть видео лекции про духов и миры, то страх отпустил от понимания того, что опасности от этого никакой нет, если ничего плохого не сделал. За это я безумно благодарна Вселенной, что нашла вас, и вам, уважаемая Инга, за ваш невероятный труд. Спасибо. Я вам скажу, нет, это вы не придумали, и в этом нет ничего такого ни страшного, ужасного, и хорошего нет, потому что вроде человек боится, он не готов к этому всему. Но и страшного, жуткого нет. Просто увидели силу некую, сущность, душу, дух, может быть, домового. Сейчас, знаете, как сейчас мы не сможем понять, кто это мог быть. Почему? Потому что, во-первых, много лет прошло. Во-вторых, он вам ничего не сделал. Он просто себя показал физически. То есть вы проснулись от присутствия кого-либо рядом. Ну, раз он ничего не показал такого плохого, ну, значит, ничего такого. Просто, ну, поймите, они живут в нашем мире точно так же, как и мы. Они имеют полное право здесь находиться, обитать. Они, правда, в потустороннем измерении, то есть нам не мешают. В том смысле, что очень редко мы пересекаемся, и мы можем, например, сидя у себя дома, увидеть чей-то силуэт. Вот это какие-то двери, какие-то порталы, где вот проходя, они, вот как вам сказать, чтобы пройти с одной комнаты на другую, да, через дверь надо пройти. Если возле этой двери диван, и там человек спит, он вас увидит, когда вы пройдете. То же самое мир духов.
Вот у них иногда нет выбора, им нужно с этого измерения пройти на то измерение. Вот они проходят, и получается, что они проходят по такому вот, по такой энергетической зоне, что они там виднеются. И вы их видите. Ну, прошли, ну что теперь делать? Помните, каламбур показывали у нас этот, юмористическую программу, когда рабочие остались охранять склад, и один пошел в туалет, значит, сидит на унитазе, и тут проходит два духа. Один младший, другой старший. И он так посмотрел, такой, а И этот маленький дух посмотрел на него, И этот большой дух, значит, дает подзатыльник и говорит, ну сколько можно тебе говорить, хватит верить в эти сказки про живых. И пошли. Вот, понимаете, то же самое. Мы не можем знать, кто это. То есть это может быть те души, которые еще не родились, и они ходят по земле. Я же вам объясняла, что вот те самые память, перевоплощение. Вот откройте мою лекцию «Память души». Что вот то самое понимание, что якобы перерождаются, мы же это уже видели, вот дежавю, значит, мы уже были здесь, здесь жили. Нет. Если у вас есть привилегия, вас отправляют, скажем так, вот смотрите, есть несколько категорий душ. Одна душа приходит привилегированная жить в хороших условиях, или у хороших родителей, или приходит у хорошего рода. Может быть, родители не очень, но род сильный, и его отправляют сюда. У него своя миссия. Вот одна душа приходит так, другая душа приходит, чтобы им помочь, вытащить их. Вот ему говорят, вот ты можешь вернуться обратно и получить лучшее место, но только когда ты будешь на земле, тебе нужно будет вот эту семью, значит, тянуть на себя. Ты должна эту семью поднять, и там помочь. Вот все будет на тебе. Ты согласна? Она говорит, а что мне за это будет? Ну, вот, грубо говоря, предположим. А тебе вот ты вернешься, у тебя будет лучшее место, ты будешь подпитываться энергией, вот ты будешь находиться в высших сферах. Согласна? Ну, хорошо, ладно. Сколько я там буду жить? Ну, лет 70. Да, ну, 70 лет исчачить. Ну, другого выхода нет. Ладно, я согласна. И эту душу отправляют на землю, чтобы эта душа несколько сотен лет просто была рядом с этим родом, видела своих дедушек, прадедушек, вот будет смотреть, высматривать, понимать эту семью, как я буду справляться. Ее тоже не кидают сразу вот в омут головой. И когда ты бродишь по этим местам, видишь, наверняка, может быть, несколько сотен лет назад нас с вами тоже видели и посчитали за призраков, понимаете? Очень может быть, что кому-нибудь из этих людей, если возможно было их воскресить, показать нас, они бы орали просто благим матом, потому что они нас видели. Они видели нас как призраков, и, ну, как фантомы. А это были мы с вами, которые несколько сотен лет здесь ходили, смотрели в этих местах, где я буду жить. Вот, например, я вам объясняла, что я когда была в Москве, мне было очень безумно знакомо вот Китай-город. И я иду и думаю, здесь где-то сейчас что-то армянское. Вот 100% что-то армянское будет. Почему я так думаю? Потому что там был армянский купеческий двор. И я иду, я понимаю, что сейчас будет синяя церковь. Это не ясновидение, это вот как будто я знаю, куда иду. Синяя церковь или голубого цвета, ну, она синяя уже так, под солнцем стала светлее. И армянский квартал, и там армянское посольство. И я когда увидела, мне стало плохо, потому что я знала, куда я иду. Так вот, в этих местах, где я сейчас живу, я уже была до рождения, понимаете? Я уже знала эти места. Как вам сказать, забронировала себе место. И когда ты уже рождаешься, вот даже если ты родишься в Мексике, если ты жила, как душа ходила, бродила в этих местах, ты приедешь тут жить, ты переедешь сюда. Так получится, так случится. Так мы видим и своих близких людей, так мы видим и свою любовь, которая к нам придет потом. А что как там? звук выключается? А что там звук? Ну, он пыли-пыли-пыли вечно. Это вот это? Это Нет. ваш. Это вот это, по-моему, я. Здесь нету. Вот там, наверное, звук. Или у тебя звук. Нет, у меня такого нет. Странно, значит, у меня здесь звук. Ага. Там что-то... все, там что-то оценивают. Ладно, надо было до того, как включила тот звук, который связывает с этим,
с этими пиликаньями А вот выключить. так нельзя пустить, меня так Не, делается. не, не. Вот и вот тут нажимаю. Тогда меня вообще не услышит никто. А, Вот как. Надо было заранее сделать. ну ладно. Ладно. Это оценивает кто-то ВКонтакте, да, фотографии? Ну это любое может быть. Да, скорее всего, так. Так. О чем мы говорили? Так вот, это память души. И потом мы рождаемся сюда, приходим, поэтому многие приписывают это якобы вот раз уж мы помним это все, значит мы здесь жили. Жили как души, как фантомы, но не как люди. И это не первая жизнь, не вторая, третья. Это просто мы до своего рождения побывали в этих местах, поэтому эти места нам знакомы и мы знаем. Так вот, о том, что они могут появиться, проявиться, вы можете увидеть. Вы увидели человека, который высматривает себе род. Вот смотрит несколько семей, ему дали 3 варианта. И говорит, одна семья будет в Перу, другая будет в России, третья. Вот иди смотри. И вот эта душа несколько сотен лет будет смотреть за этими семьями, за этим родом, которым из них захочет родиться, если он Привилегированный. Ладно, у меня уже заплетается. Да, и сейчас кто-нибудь там быстренько, знаешь, это... Так вот, и вы увидели какой-то фантом. Значит, этот человек через несколько сотен лет родится. Вы уже будете там, может быть, придет, скажет, а это я вот ходила там, ты уж прямо извини, если я тебя напугала. Да ничего, нормально, все понимаю, я что же уже такая стала. Все, не надо этого бояться, это нормально, они живут в нашем мире точно так же, как и мы с вами. Все, слушаем дальше. Ну, следующий прям целый Давай. набор тут. Давай. Пишу к теме «Мир мертвых». Сразу прошу прощения за сумбурный текст, я не писатель. Вся моя жизнь была полна аномальными мистическими случаями. В частном доме родителей живет дух ребенка, который... Только потом не удалять, чтобы я, если вдруг забуду. Ага. Так, дух ребенка. В частном доме родителей живет дух ребенка, который меня очень пугал в детстве. И не только ночью, но и днем. Мог материализоваться и левитировать у меня на глазах. Мой сын, пока не стал совершеннолетним, видел духов. У моего мужа угорели родители и младший брат. Так в день их гибели нам сын говорит, что к нам сегодня приходили новые духи, 2 взрослых и 1 ребенок. И у одного взрослого лицо дедушки. А через пару дней мы узнали, что они погибли. Еще на праздник Крещения он стал рассказывать, что он открыл глаза, все еще спали. А у его ног стоит мальчик с протянутыми у его ног руками. Потом он посмотрел на сына и сказал: «Ты очищен», и исчез. А еще он мне рассказывал, что его похищали инопланетяне. Угу. Но что они с ним делали, не помнит. Прошло лет 5-7, и он вспомнил ту историю и спросил: «Мама, помнишь, я тебе рассказывал, что меня похищали?» Так вот, я вспомнил, что они со мной делали. Они мне что-то в глаз вставляли. У меня есть к мудрейшей Инге вопрос. Моя мама погибла в 2004 году. Никого не тревожила, но в последнее время почти каждый день снится моей племяннице. И зовет ее, говорит, что хватит ей тут уже пора. Моя племянница молоденькая девушка, и она очень испугалась и переживает. Стоит ли нам готовиться к худшему или есть возможность избежать беды? Если у вас есть разум, и вы хотите, чтобы она не приходила и не забрала ее, естественно, надо закрыть это все. Это начнем с конца, да, вопроса. Это очень плохо. Хватит тебе здесь быть, уже забираю, это значит заберет. Это значит, надо закрыть ей дорогу сюда. Это значит, нужна чистка. И вы сами это не сможете провести. Ну, вы можете, конечно, подождать, пока у нее там какая-нибудь болезнь начнется, чтобы убедиться в моих словах, что это правда. Можете подождать, и такое возможно. Одна женщина так и сказала: я подожду, посмотрим, будет так или нет. Но, к сожалению, ее сейчас нет в живых. Вот. Она так подождала. Это раз. Это обязательно нужно отчитать и убрать. Иначе она ее заберет. Далее. Что касается инопланетян и прочее. Ребенок может в свои видения мира духов, видение фантомов и так далее, спутать. Вот он слышал, что там инопланетяне есть, что-то похищают,
И ему приходит вот такую сцену, показывают, как там что-то внедряет в глаз. Он мог просто сказать, это были инопланетяне. Или они могут показаться таким инопланетянами, то есть воплощаться. Они же умеют приходить к человеку в том обличии, в котором он готов принять. Может быть, инопланетяне его вот не так напугали, как духи. Вот они явились как инопланетяне, собственно говоря, вашему ребенку. Внедрили в глаз, это не очень хорошо, потому что ему дали видение того, чего ему не нужно. Вот некоторые люди, например, говорят, что вот я вижу мир духов и все такое, и они радуются этому. Я бы не порадовалась. Я вижу мир духов тогда, когда хочу. Одно время видела все время, без разбора. Сейчас тоже могут прийти, и я могу чувствовать, что кто-то есть. Хочу я увидеть, увижу. Я не хочу, я закрыла себе обзор. Мертвые или духи, мы не знаем, кто приходит, да, к ним, они забирают огромное количество энергии, жизненной силы. Человек, который постоянно видит мир духов или мертвых, рано или поздно, то есть он уходит рано, в молодом возрасте, потому что его выживают, выпивают, забирают всю энергию. А жизненная энергия – это и есть наша жизнь. Он рано или поздно то ли онкологией заболеет, то ли в аварию попадет. Короче говоря, закончится жизненная энергия, и он уйдет. Это нехорошо. Второй аспект. Зачем им видеть мир мертвых? Какой толк от этого? Они что, известные медиумы? Мир мертвых им передает какую-то информацию, вот они вот узнают и помогают с помощью этой информации кому-то. Нет, абсолютно нет. Просто они приходят и входят с тобой в контакт и забирают твою силу. Когда человек мне это рассказывает, я говорю, это надо убрать. Я скажу, что некоторые очень глупо себя ведут. Ой, я не хочу. Они считают, что они уникальные люди, не такие, как все, поэтому я не хочу вот это все убирать. На мой вопрос, а что это тебе дает? Вот приходят в мир мертвых, вот ты видишь их, вот показали. Вот вашему сыну показался там мальчик, показался дедушка, да, перед смертью, а потом они умерли. Что это дает вашему сыну? Ничего. Просто переживание. Если бы ваш сын был избран для того, чтобы, предположим, заниматься ведовством, и вот мир мертвых ему говорит и подсказывает, как лучше сделать, как помочь, как начитать, как что составлять и прочее, это другой вопрос. Если бы мир мертвых приходил и говорил там судьбу стран, что произойдет, и человек вышел и об этом сказал, как Ванга, она же видела мир мертвых, но они ей говорили, они ей давали информацию, люди приходили к ней за помощью, она говорила, кому идти к какому-то врачу, кому что надо делать, кто умрет, уже не надо ничего делать, у кого какая причина, почему так происходит. Она подсказывала, то есть был смысл видения мира мертвых. А если они просто приходят, они забирают энергию, и это надо закрыть. И если человек не хочет это закрывать, если он хочет быть уникальным, необычным, пусть он готовится, что у него в жизни мало хорошего будет, а более всего он будет все время болеть, начиная от 40 лет, уже начинается бесконечное. Потом прям нападения начинаются, потом начинаются инкубы, суккубы у мужчин, инкубы у женщин. То есть это нехорошо. Это надо закрывать. Тем более, что от этого никакой смысл, никакого толку нету вообще. Это все равно, как голоса в голове. Почему вы думаете, что это безопасно? Точно так же, как голоса в голове, человек может радоваться, сказать, а вот я уникальный, у меня голоса в голове звучат, да, ни у кого нету, а я не хочу от этого избавиться, это мне интересно, нужно. Так они же с ума сводят. Там же ничего хорошего. Что дают эти голоса тебе в голове? Они что-то помогают. Или они тебе говорят, где клад зарыт, или где деньги взять. Нет. Они просто приходят, они просто забирают твою энергию. Точно так же, если мертвые приходят к человеку, знающему, к человеку сильному, к человеку, который занимается ведовством, и подсказывают, помогают, объясняют и говорят, что и как делать лучше, это замечательно. Для него это замечательно, потому что он получает оттуда помощь и информацию, он это использует. А если просто так приходит, это нехорошо. Это выпивает вашу кровь,
чтобы потом вас забрать. Вот и все. У вас две проблемы. Закрыть вот это видение у сына и спасти племянницу, пока не поздно. О, Джуз побежала за лягушкой. Она все время туда в туалет ходит. У нее это... Она культурная, воспитанная Да, кошка. да. Так. Нет, не то. Вот это. Мгм. После смерти моей свекрови с нами осталась жить ее мать, бабушка моего мужа. Еще при жизни свекровь говорила, что мать ее не переживет ее смерти. 6 месяцев – это максимум. Бабушка прожила ровно 6 лет. Половину этого времени она жила у нас, другую половину у сестры моего мужа. Как она лежачая мучила нас, словами не передать. Мучила сознательно и внучку, и меня, но меня еще и проклинала, хотя я 25-летняя девчонка, купала ее, кормила и прочее. И вот однажды муж, стоя у церкви, обратился к своей матери. «Мам, видишь, как она нас мучает? Сама не живет и нам не дает». В общем, вскоре бабушка умерла. Случилось это ровно в день смерти свекрови, спустя ровно 6 лет. Не 6 месяцев, но цифра 6 присутствует. Всегда чувствовала, что это не совпадение. Что вы, Инга, об этом думаете? Она ждала, пока вы попросите, и забрала ее. Вот и все. Вот я когда говорю людям, не надо играть в благородство с подлыми людьми. Попросили бы раньше, раньше бы ушла. Она вас проклинала, она вас оскорбляла, унижала за все хорошее. Да, тем более, я так понимаю, она была сноха. Сноху вообще проклинать, мне кажется, это такая низость и грязь. И молодую сноху, которая вот только входит в жизнь. Надо просто просить. Надо просить у сил, надо просить у духов, надо просить у Вселенной. Если вы хотите, чтобы вас услышали, помогли, значит, вам надо просить. Понимаете? Грешила, блудила. Иди блуди дальше. Но не в этом чате. Пипец. Кто? Я, говорит, много грешила, блудила. Как это отразится на моем сыне? Ничего, просто это надо будет искать отца настоящего. Вот так может отразиться. Что очень трудно будет определить, кто папаня. Ой, ересь какая-то, господи. Я не поп. Я грехи не отпускаю. Идите, пожалуйста, туда, где отпускают. Так вот, и она забрала. Был такой момент в моей жизни, когда человеку я поставила памятник, и он ночью приснился ко мне. Мне, то есть, да не мой отец. Но он мне приснился, и он сказал: прости, пожалуйста, моего сына. Я знаю, что он подлый, но я прошу тебя простить его. Я сначала, если честно, не поняла, почему этот человек это сказал, потому что тогда не было такого что-нибудь плохого, такого, ну прямо аж сильно плохого. И через некоторое время я поняла, мертвые нас видят. Человек пришел меня благодарить, во-первых, за памятник, и, во-вторых, попросить прощения за него, потому что, видимо, он читал мысли своего сына, и он знал, что он подонок, и что в скором времени я пожалею о том, что я вообще с ним связалась. Так что они нас видят. И нет, я на этого человека зла не держу. Он ни при чем. Когда вас дома вот такая вот проклинающая всех подряд надоедает, идите на кладбище к своим родным, поставьте свечи, принесите им сладости, которые они при жизни любили, и попросите забрать вот это вот чудовище себе. Ну, собиратель Гаваха на днях только выставила. Человеку хочется вот просто питаться вашей энергией, вас принизить, вас, не знаю, столкнуть, вас довести и кайфануть. А жила на 6 лет, потому что вы за ней хорошо ухаживали. Вы ей жопу моете, она вас проклинает. Красота. Я бы, например, вот этим дерьмом размазала ее прям по лицу после таких проклятий. Тогда нет, в 25 лет я тоже была наивная, добрая, а сейчас нет. Сейчас бы я это сделала. Она бы в своем говне сидела бы сутки, пока не извинилась. Надо это делать, надо показывать таким подонкам, что, знаешь что, вот раз ты проклинаешь, так и сиди. Сиди в этом дерьме весь день. Будешь знать. Она потом просто будет вас бояться, понимаете, не будет жрать вашу энергию. Иногда нужно с такими так разговаривать. Ну, знаю этого незнакомого.
У меня тетка тоже ухаживала за свекровью своей свекрови. И там тоже были одни проклятия, последние слова. Она там лежачая была. Ее как только не называл, самыми грязными словами. Она тоже была молодая, только вышла замуж. Вообще там самую грязь, которую возможно. Я один раз как услышала, я говорю, обалдеть. Она еще идет ее кормить после такого. Да ну, нахрен. Не каждый человек достоин того, чтобы его пожалели. Слушаем. Дело в том, что мы живем в одном коридоре 3 семьи. Кухня и ванна общая. У одной соседки умерла мама, а другая соседка воду, которой купали покойную, вылила в ванну. На протяжении 40 дней, находясь в ванной, я чувствовала присутствие кого-то. Боялась даже глаза закрывать. Спустя несколько лет умерла и соседка, которая вылила воду. Я знаю, что они не любили маму и ножом кидались на нее. У мамы нога очень болела. Она как-то нашла канал Инги и слушала ее лекции. Я тогда не вникала, мы сделали операцию маме на ногу. А дочка той, что вылила воду в ванну, заболела раком и умерла. За 2-3 месяца до ее смерти мама увидела во сне, как эта женщина, которая умерла, выходит с пакетами, и дочке говорит, давай быстрее. После этого мама видит иногда их в коридоре, просили прощения у мамы, она не простила. Мама говорит, что сидят под дверями, что это может значить, и есть ли угроза для нас. Сейчас скажу. Нет, угрозы для вас нет. Скорее всего, это люди, которые не только вам сделали зло. Именно по этой причине они непрекаянно бродят. Не только по этой причине. То есть не только из-за вас. А потому что они сделали зло многим людям. И вот непрекаянно их души не принимают там. Далее. Вылить воду в ванную – это намеренно сделать. Это специально сделал человек. Она не могла не знать. Воду даже под дерево не льют, чтобы дерево не высохло. Понимаете, если дерево им дорого. Возле порога не льют. Вообще куда-то в поле уносят. Значит, этот человек просто на всех это делал. А потому что дальше, почему вот и после того, как нога вашей мамы была оперирована, там зажила и так далее, умерла дочка. Не потому, что она за мать ответила, не только потому, так правильнее, да? А потому что, скорее всего, и дочь этим всем занималась. Вот сказано, собиратели гаваха, причиняющие боль, они потом, после смерти, не находят покой. То же самое с ними. Не бойтесь, они вам ничего не сделают. Вы можете на них хоть матом переть, хоть что угодно говорить, они вам ничего не сделают. У них нет этой силы души, они при жизни были твари, и после смерти им не дана никакая власть кому-то что-то делать. Ну, если только вот... Вообще, я бы порекомендовала продать там дом и жить в другом месте, чтобы даже не помнить. Но это квартира в общежитии, как я поняла. Ну, или в другом месте купить, есть возможность. Сейчас даже можно эту квартиру в общежитии там... продать и купить частный дом. Сейчас они такие дорогие стали, особенно если это в городах. Уйти просто, оздоровить эту обстановку и не помнить эту всю грязь, которая там была. Все, дальше слушаем. Здравствуйте, Яна. У меня была такая история. Мне было 14 лет. Мы переехали в маленький поселок. Я познакомилась с одной девчонкой, и мы подружились. Она рассказала, что когда приезжали командировочные, там был парень, и он ее пригласил погулять. Ей тогда было 11. Так вот, он ее завалил и стеклом начал резать грудь. Она от шока схватила штакетник, который нащупала рукой, и ударила по голове, а там был гвоздь. Он упал и умер. После она с подругой его закопала. Я не поверила этому рассказу, так как сказала, что наверняка он очнулся и ушел. Так вот, я говорю, пойдем проверим. Мы взяли лопаты и пошли, прихватив еще подругу. Так вот, мы раскопали череп, и я взяла его в руки и стала обследовать, что действительно был удар гвоздем, и от этого он погиб. Тут началась гроза, дождь. Я испугалась, кинула этот череп то ли в колодец, то ли как яму, но недалеко от тела. Мы бегом бежали домой, было страшно. Лида плакала, я ее успокаивала. Это как-то отразится все на нашей жизни? Сколько лет прошло? Ну, Много лет назад? думаю, да. Череп. Если им 11 лет было, да. 11 лет. Это хорошо. Объясню почему. Потому что срок по преступлениям это 10, особо тяжкие 15.
лет, если прошло, вас не будут судить. Это знайте. Но вот кроме того, что рассказали нам, больше никому никогда это не рассказывайте. Да, ничего так на минуточку, что. Да. Ну, в смысле, здесь, конечно, имен нет, ничего нет, никто не поймет. Ну, это так, на всякий случай. Не поймет, да, и мы не собираемся кому-то говорить. Но он заслужил это. Ты знаешь, при желании можно сказать, что это придумано. Я вам это рекомендую. Если вдруг когда-нибудь, где-нибудь вы сказали, или вас вызовут спрашивать, говорите следующее. Это все придумано. Это мы просто придумали красивую историю, взяли с интернета, там мистические истории, хотели выглядеть особенно, ну так, необычно. Поняли меня? Не стоит эта тварь того, чтобы вы из-за него потом ходили еще и объяснялись. Ну, это просто говорю, это, ну, это существует. Может быть, сигнорирует, никто не будет заниматься, если это вы давно были дети. Да, может быть придумано. Все, будем считать, что это придумано. А теперь отвечаю. Плакать не нужно. Ничего плохого ваша подруга не сделала. Она спасла свою жизнь, она была ребенком. Если бы ей было там 20 лет, она, знаете, завлекла мужика, потом, как там некоторые есть, да, идиотки, там с пьяным дураком начинают там кокетничать, а потом, ой, нет, да, может быть. Даже если вы абсолютно голые будете ходить по улицам, это никому не дает права насиловать вас или кидаться, или тем более, представь, стеклом разрезать грудь. То есть он хотел ее убить. Может быть, он уже убил кого-то. Кто его знает? Это она его закопала туда, а может, он скольких закопал до нее. Понимаете? Ее руками правосудие совершило свое. Я вам расскажу случай. В Кыргызстане в 80-е годы искали одного некрофила. То есть он насиловал мертвых. Вот он откапывал мертвое тело, которое только недавно похоронили, может быть, несколько месяцев назад. Надеюсь, грозы не будет, да? Ну нет. Вот откапывал мертвое тело и, значит, вступал с этим телом в определенные отношения. Да. И знаете, что случилось? В какой-то момент, когда он откопал опять мертвое тело, значит, там засаду сидели, много раз за ним следили, никто не мог понять, кто это. И однажды эта тварь, когда он пришел и опять начал свое черное дело, крест соседской могилы упал ему на голову, ударил его по башке, ему стало плохо, он упал в обморок. И вот там он лежал несколько часов, пока сторож не увидел. Он увидел, он сразу понял, разрытая могила, он валяется, позвонил в милицию, вот так его взяли. Он повесился в камере, повесился, официальная версия. Скорее всего, помогли, конечно же. Так вот, то есть, понимаете как, вот сила Вселенной уже устала на эту грязь смотреть, она просто его вырубила, чтобы и нашли, и забрали. Так вот, друзья мои, я знаю, что такое насилие, я знаю, что это такое. Это ужасающее чувство, когда холодит кровь и безысходность, ты не знаешь, что делать. Ты просто понимаешь, что ты скоро тебя не станет, и вся жизнь просто перед глазами проходит. И эта девочка правильно сделала. Во-первых, она не знала про гвоздь. Она же не специально. Она хотела спасти себя, она ударила. И потом поняла, что она убила. Она, да, Роксана правильно писала, она спасла будущих жертв. И спасибо ей за это большое, и за ее смелость. А почему они пошли откапывать через много лет? Видимо, она жила с этим грузом. Она ж не убийца, понимаете? Она ж не маньяк, она обычная девчонка. Конечно же... Любопытство. Да. Мелкие же. Нет, не любопытство я. Чтобы совесть облегчить. Они, скорее всего, откопали это через год-два. Она, наверное, жила с этой мыслью, с этим страхом, что убила человека, понимаешь, и так далее. Нелегко с этим жить, если человек не убивал никогда. Даже если это был маньяк или кто, все равно это не просто так.
И она надеялась на то, что а вдруг подруга права, а вдруг, правда, он живой, а я зря себя мучаю и терзаю. И когда они откопали, увидели, что он там. Знаете, радуйтесь, что он там, что это действительно так. Вас за это не накажут. Никто. Ни закон, ни люди, ни миропорядок, ни вселенная, ни боги, никто. Вы не пошли намеренно кого-то убивать. Это случилось случайно, и вы спасали свою жизнь. Вы имеете право спасать свою жизнь. И еще раз говорю, вдруг спросят, скажете, придумали. Понятно? Просто придумали. Посмотрели где-то в интернете, захотелось поделиться интересной историей, какое мнение вы скажете. Да какой там мой? Да хватит, какой череп, ерунда. Да перестаньте уже. Вот так и скажете. Это мой вам совет. Потому что вам никто никогда ничего не предъявит. Даже если вы пойдете с повинной, вам не предъявят. Уже много лет прошло. Это дальше. Но ни один нормальный, совестливый человек это не сделает. Была такая история, когда опять в Кыргызстане, то есть, показывали исследователи работы Кыргызстана, я оттуда помню. Нашли убитого мужика, который был один. Он приехал к родственникам, значит, должен был там жить, построил большой дом, был бизнес, хотел жениться, и родственница одна, девчонка, убиралась у него, а потом его нашли убитым. Удар по голове вазой. На вазе нет никаких отпечатков, ничего нету. Вызвали эту девочку, начали допрашивать. Она нет, ни в какую, то есть не придерешься. И узнали, что на днях буквально брата позвали в армию в Дальний Восток. И говорит, местным следователям не очень доверили это дело, потому что они знать не знают, они, может быть, и от себя побыстрее, чтобы закончить, скажут, допросили, все хорошо, он не виноват. Отправили своего следователя. Он туда поехал, допросил его и позвонил, сказал, все нормально, он не виноват. В общем, висяк дело, так и не нашли никого. И это закончилось. Через много лет этот следователь вместе с ним, сидя за столом, сказал, помнишь то дело, когда вот этого мужика убили? И когда я летал, значит, в Мурманск допрашивать этого парня. Так вот, он убил его. Он говорит, зачем ты это скрыл? Это же убийство. А говорит, он был прав. Я на его месте сделал бы то же самое. То есть эта тварь, связав эту девочку, зверски изнасиловал ее. И когда она пошла домой, брату нажаловалась, брат пришел разобраться, он сказал, да иди ты там, нищие, кто вы вообще такие? Я за деньги всю прокуратуру всех куплю, мне никто ничего не сделает. И вот в порыве ярости он ударил его вазой по башке. А потом сестра эту вазу, значит, протерла, все эти отпечатки, и все. И они договорились никому ничего не говорить. И, понимаете, вот есть исследователи, нормально достойные люди. И человек, по сути, Яна, он свои погоны не получил за этого дела. Вот он раскрыл бы это дело, ему бы повышение дали. Что там, за каждое дело, что ли, повышение дают? Они собираются и дают повышение. А за такие висяки дают повышение, если открыли. Это, знаешь, они все норовят, все хотят собрать большое досье и поднять за счет этого, конечно. Но человек этого не сделал, то есть у него совесть есть. Он просто выслушал этого парня. Тот признался, видимо, он сказал, все, больше никому не говори, я скажу, что ты ничего не делал, и забудем про это. Вот, так что не все там сидящие люди, знаете ли, готовы на все ради погон. Там много хороших людей. А насчет моего договора, насчет того, что вы придумали, мы с вами договорились, хорошо? На всякий случай. Мало ли, всякие мрази найдутся, которые захотят дать ход этому делу, кто написал, чего. Придумали. Хорошая история с интернета. Давай дальше я. Я хотела еще задать вопрос на тему мир мертвых. Пожалуйста, объясните. Мой отец умер 29.06.2021 года. На 9-й день отец приснился, что он пришел домой. А на 40-й день, что во сне сидел во дворе на лавочке и смотрел на меня, улыбался, а я на него с дома, где выросла на балконе.
где выросла, на балконе, блин, без запятых, пипец. Потом прошла зима. Мы с мамой весной в апреле поехали на кладбище его проведать. Принесли гвоздики 4 штуки, водку и хлеб, сладости. Положили на могилу, и мама начала поправлять песок, который осыпался за зиму. Я стояла и говорила ему, что пришли проведать. И вдруг в сумке моей слышу звонок телефона. Я не смогла посмотреть, кто это, но потом посмотрела, когда мы были за кладбищем. Это был мамин номер телефона. Уважаемая и дорогая Инга, разъясните, пожалуйста, это был отец или стоило поднять трубку? Что делать в этом случае? Буду очень рада вашему ответу. Это был отец. Если на кладбище внезапно, вот вы вдвоем сидите, убираетесь, а потом ваши телефоны друг другу звонят. Это энергия того покойника, с кем вы разговариваете. Вы же вызвали его туда. Он просто хотел дать знать, что он здесь. Что было бы, если бы вы трубку подняли? Да ничего бы не было. Вы просто взяли бы трубку, сказали бы: алло, я слушаю. Ну, услышали бы там более такой звук, когда рядом два телефона, да, так он как-то вот звук непонятный. Все, там была бы тишина. Если вам звонят из номера мертвого человека, вы берете, там будет тишина или сбросят. Но вы понимаете, что этого номера давно нет, и никто не использует, или этот телефон у вас, вот в соседнем там комнате, в соседней лежит, или на зарядке. Мне мои телефоны так звонили иногда, когда я, например, проводила какой-то ритуал, связанный с мертвыми. Потом приходила, видела, что я сама себе позвонила, хотя я никуда не нажимала вообще. Это не один и не два раза. Это дают знать, понять, что они здесь, они присутствуют, они слышат. Вот и все. Нечего бояться, просто принимайте это спокойно. Это физическое, ну, как бы, воздействие души на какой-либо предмет. Это нажатие на тот номер, чтобы оно позвонило. Он просто вам сказал, что я вижу вас. Вы здесь, я вас вижу. У них нету права вот так прийти, встать и сказать: ой, здрасте, я вот здесь, вот я вижу, хорошо, что пришли. Но он может дать понять по-другому. Во сне прийти, какой-то звук, какой-то шорох на могиле, это, я не знаю, дверь может открыться, закрыться, оградки, да, телефон может зазвенеть. Это просто желание вам показать, что он присутствует. Вот и все. Что еще там? Добрый вечер, уважаемая Яна и Инга. Инга говорила, что можно вам писать свои вопросы насчет мира мертвых. Вчера ко мне на балкон прилетел голубь, сидел до утра на столе. Я ему покушать и попить поставила. Он поел, на утро улетел. Сегодня опять он прилетел. Я ему поставила свежую воду и покушать. Он поел и сразу улетел. После того, как он улетел, мне пишет моя бабушка, что вчера умер мой дядя. Это может быть как-то с этим связано? И вот фото голубя прилагается. Я как раз хотела сказать, но опередили. Хотела сказать, если голубь приходит, поинтересуйтесь, среди ваших родственников нету ли человека, ну, который болеет, который уже, ну, как бы может уйти в скором времени. И вот он приходит оповещать. Это не обязательно тот человек, это чья-то душа воплощенная. То есть он приходит в обличии голубя или отправляет голубя. Они же тоже умеют, то есть, как сказать, птицы, животные, они же на телепатическом уровне распознают информацию. То есть им напрямую не говорят: иди сюда или иди туда. Но на уровне телепатическом им приказывают, да, указывают, что надо делать. И вот птицы указали, и она начала приходить на ваш балкон. Чаще всего птицы, когда прилетают, есть несколько разных вариантов. Если прилетают пернатые такие лесные птицы, да, которые дикие больше. Совы там, ястребы, да? Да. Это какой-то новость. И вот совы это всегда посредники темных богов, значит, вот будет какая-то некая расправа с вашими врагами в скором времени, вы услышите. Если это ястребы, значит, у вас начинается карьерный рост, значит, это вам сила. Потому что ястреб или орел, то есть семейство Орлановых, это говорит, то есть орел это птица, любимая птица Зевса, да, отправлял он орла, когда хотел кому-то сказать, что его покровительство есть над ним. Потом кукушка, если подлетает, это значит будет бесполезные хлопоты. Кукушка же, она рожает и кидает туда-сюда, вот поэтому слово кукушка применяется. То есть
свои яйца, знаешь, как делает? Значит, своего кукушонка она внедряет в разные гнезда свои яйца. Этот кукушонок вылупляется, эти, значит, птицы кормят наравне со своими. Потом этот кукушонок этих птенцов выкидывает с гнезда, остается он один. И эти птицы кормят, думая, что это их птенец, потому что он же там вылупился, они же долго не думает, как мы с тобой, что это Кормят какой-то и не думают, такой. ёпарасы, в семье не без урода, да? Да, откуда появился. Ну, как говорится, урод, но мой плод, надо кормить. Дальше кормят кукушонок нормально так, становится таким бутусиком, улетает, а у них уже нет потомства. Вот так делают кукушки, чтобы вы знали. Поэтому, если кукушка прилетает, значит, бесплодные хлопоты будут скоро. Ну, то есть это не о смерти. А ласточки и прочее, это больше всего приносят весть. Скоро узнаешь что-нибудь хорошее, хорошую весть. Голуби, чаще всего голубы, горлицы, воробьи, да, еще, ну, эти... Синички. Не-не-не, вороны, вороны, они к смерти чаще всего. Воробьи к смерти? Да, воробьи тоже к смерти. Уф. Нет, если воробей, прилетая, там, ударился об это или через этот дымоход упал, это случайность, это ни о чем. Это просто птицы, там, они летят, естественно, могут долбануться. Но если она прилетает, вот как голубь, специально садится, смотрит, потом улетает, то есть проявляет определенное внимание, вот ненормальное внимание, обычно птицы боятся, да, людей там просто так подходить. И тем более не зима, чтобы они голодные были. Это уже к чему-то, о чем-то говорит. А вот аист на крыше дома прилетал. Аист на крыше дома. Вообще аист, бурсал или бурс. Я родилась в созвездии аиста, если что. Поэтому я очень люблю очищать гнездо, выкидывать лишнее. Там, и я люблю свое вот это вот. Но еще и хищное я. И не люблю там рядом других птиц. Ну, то есть свою территорию не люблю, когда другие. Ну, есть люди там любят, вот, знаешь, месяцами сами ездить в гости, приглашать сутками. А у меня этого нет. То есть мне это раздражает нервно. Сейчас про бурса тоже расскажу интересную историю. Вот, аист прилетает. Аист – воплощение духов рода. Если аист прилетает на крышу, это значит, духи рода хотят, чтобы ты их помнил. Они говорят о том, что они тебе покровительствуют. Как правило, после прилета аиста начинается хорошая полоса в жизни. То есть решаются проблемы, которые давно не решались. Это может быть и к рождению ребенка в том числе, да. Но почему говорят, что аист приносит младенца? Помните, да? Угу. Так вот, аисты очень любят лакомиться зайчатами. Они, когда их хватают и поднимают, и зайчата очень сильно кричат, как дети, прям плачут. И поэтому многие, которые в поле видели, что бусол, да, или бурс, или бусол, у некоторых славян северных бурс называли, Настя, но правильно бусол. Значит, издалека видишь, что он там орет кто-то в клюве аиста. Вот и говорят, что аист приносит ребенка. На самом деле это зайчонок. Вот такие добрые аисты. Не. Дальше. Давай. Прошу вас ответить на мой вопрос. Накладывает ли отпечаток на судьбы людей, которые находились в одной квартире на момент совершения самоубийства, особенно маленького ребенка? Сейчас на вопрос отвечу насчет сорока. Сорока, если к вам прилетела, это значит, ждите сплетни, интриги, неприятности, связанные с женским коллективом. Накладывает ли, если... Послушайте меня, самоубийство вообще это такой код самоубийства, который повторяется время от времени. Может быть, про это тоже надо отдельно снять. Это некая программа. И люди хотят, не хотят, все равно через некоторое время либо появится у них болезнь или проблема, которая их, значит, проводит в могилу, либо они сами наложат на себя руки. Хемингуэй, например, осуждал отца всю жизнь за то, что тот покончил с собой. И осуждал, и проклинал, и говорил, что это слабость, и как он смел вообще так сделать. А потом сам покончил с собой в его возрасте. Это программа, от этой программы надо избавиться. Именно поэтому в древние времена
например, семье самоубийц не давали там в жены девушек, не брали оттуда себе. Считал, что это проклятая семья, и вот оно будет передаваться из рода в род. Может ли повлиять? Ну, если это родственник, нужно это убрать, клеймо самоубийства. Если это, значит, вот сейчас всех птиц по очереди будем обсуждать. Всех. Вот не забудьте. Все, один раз. Знаешь, я сделаю что-нибудь, скажу, и трындеть. Все, попала я. А что касается... Ну, если даже вам не родственник, но это в этом доме жил самоубийца, лучше этот дом очистить. Ну, поп, батюшка, это ничего не поможет. Да, и дочь покончила. Вот, видишь, дальше пошло, Роксана. Спасибо. И дочь Мангуэла покончила, оказывается. Я даже не изучала. У него Еще друг бы за это другом. изучили. Не, ну все равно я-то читала его, и биографию читала, никак, ну, дочери я не слышала. Ну вот, если кто знал, значит, знает. Если вы не родственники, но там покончил с собой человек, лучше вообще с маленьким ребенком в таком доме не жить. Или начните очищать этот дом сами. Ну, или обращайтесь к ведьме. Ведьмы убирают этих духов даже за много километров. Это не обязательно туда прийти. Им достаточно контактировать с миром духов и попросить того духа, который, ну, там бродит, чтобы он оставил вас в покое. То есть это возможно. Так, дальше. Возможно ли, что душа человека, может быть и древняя душа, должна была родиться в другой семье, но по определенным обстоятельствам рождается в другом месте у других родителей для определенной миссии, очень важной. А более конкретно, чтобы свести счеты с людьми, которые убили и уничтожили ту семью или род, где эта душа изначально должна была родиться. И если это возможно, то после смерти к какому роду уходит эта душа? Ведь родственные души существуют и со многими мы бываем еще знакомы до рождения, и не все, и не все же родственные души встречаются на этой земле. Вот у вас, как говорит Патюля, фантастика замечательная. Нет, не может быть. Если этой душе было дано родиться там, она бы родилась там. Не родилась бы у вас. Такого нет. Но то, что вы сказали, я поняла. Откройте мою лекцию с дети Сета, и вы поймете. Рожденные разрушать. Это когда ребенок рождается в этой семье и просто разрушает. И та семья, которая пострадала от этой семьи, все время говорит: вот, получили вы наконец-то, вот, блин, чудовище родилось, и, как говорится, отомстило за нас. Такое может быть. Но чтобы он должен был родиться там, а не здесь, потому что эта семья им ближе, нет. Ближе духовно может быть, ну и что, не обязательно там было рождаться. Так, дальше что? А дальше уже вопрос не изучаем. Почему? Потому что я уже сказала, что такого быть не может. А после смерти, где мы встречаемся, что, ну, по заслугам человека он и попадет в тот мир, то измерение из 3 измерений мира, куда его примут, собственно говоря. Если вы попали в мир, то есть в эгрегор богов или демонов, ну, значит, вы можете своих родных видеть и в эгрегоре богов, и в эгрегоре демонов. А если ваш родной человек попал, скажем, в черные врата, да, врата зла, вы его не увидите, потому что туда могут допустить только низменных духов. Знаете, прям как в этом фильме, да, разбил стекло, чтобы их вместе в одну камеру посадили. Так не бывает. Ты не можешь быть плохим, ты не можешь быть злым человеком, ты не можешь быть нелюдем, если ты таким не родился. Сколько ни старайся. Вот и все. Так, что еще у нас? Вопрос и рассказ про кладбище. Больше 20 лет назад у меня умер отец. Копали могилу эскаватором. Когда приехали хоронить, то могила была неровная. Я сама туда залезла с лопатой и стала выравнивать ее. Потом, правда, брат меня вытащил оттуда. Потом, как отца захоронить, я сняла с него на руках и ногах завязки и положила их себе в карман. Так и ходила с ними дня 3, наверное. Потом перед отъездом только заметила. Отдала их матери и сестренкам. Потом сказала, что мама их сожгла. Могло ли это повлиять на меня и моих детей? Заранее благодарю. Вот осталось вам только в гроб ложиться, еще примерить на себе этот гроб, как там подходит, хороший, уютный.
подходящее или нет. Вот вы туда и залезли, вы и эти путы взяли, да, в кармане нас носили. Вы знаете, что вообще в древние времена, вот когда хоронили человека, во-первых, лезть туда родственникам нельзя. Туда должны лезть и поправлять люди, которые для этого предназначены. То есть они не связаны с этим человеком родственными связями, поэтому они не пострадают никак. Это их работа. Мир мертвых знает, что это работники, поэтому они к ним не касаются. Вы нарушили вот этот запрет. В древние времена, еще раз повторюсь, когда то есть человека хоронили, то чертили вокруг вот этого рва линию. За линию переступать было нельзя. То есть брали землю вот через ту линию, вот ближе к этой линии и сыпали. За линию землю брать было нельзя, потому что можно было след человека кинуть туда, в могилу. И тогда человек мог бы уйти следом за ним или заболеть, всю жизнь болеть и бороться с болезнями. К этому всему очень серьезно люди относились до того момента, пока не стали легкомысленно относиться и к смерти, ко всем поверьям. Вообще это все уничтожило, я вам скажу, революция. Все это поповские сказки, все это ерунда, все это там Бога нету, ничего, никаких духов нету, ничего нету. Человек там не вечен, после человека просто его дело останется, никакой души не существует. Вот эта доктрина, даже научный, скажи мне, атеизм. Как можно доказать то, чего ты не знаешь и не видишь? У меня был один человек, знакомый, хороший человек, татарин. Его звали Равиль. И сейчас он есть. И он мне как-то говорит, вы знаете, вот я неверующий человек. Я говорю, я и в исламе неверующий, и в христианстве. Я вообще далекий от этого всего. Я, говорит, к ним не обращаюсь, ни хрена они не помогают. Он прошел Афган. И он говорит, да если бы они помогали, там людей бы не резали. То есть, почему он разочаровался? То самый мой рассказ про Боженьку, да, Боженька, помоги, помоги, а еще хуже становится. И люди разочаровываются, знаете, такое выражение, те, кто идут к Богу, приходят к дьяволу. И он говорит, у нас, говорит, на курсе училась дочь священника. И, говорит, и все время специально этот педагог как бы спрашивала ее, то есть унижая, да, вот во время, уроков научный атеизм. И все время ее подзывала и спрашивала, что вот скажи мне, почему Бога нет, там, обоснуй. И она говорит, я не могу это говорить, Бог есть, и такого быть не может, я с этим не согласна и так далее. И говорит, в конце концов, мне это надоело. Я взял, говорит, и ее отчехвостил, просто сказал, зачем вы унижаете этого человека? Вот она верит в это. И пусть верит, что вы к ней пристали, что вам надо. Знаете, есть такие вот такие сучковатые бабы, которые вот выберут объект. Вот в чем-то вот она не нравится. Может, она смелая, да, может, она такая вот, то есть сильная личность, красивая девушка. Вот что-то не нравится, и вот начинает ее принижать, специально издеваться, пользуясь своим положением, понимая, что в данный момент они там, хозяева положения, могут делать, что хотят. О чем мы говорили? О том, что она туда залезла. Вот. Что революция, да, что революция абсолютно вот это все стерла. Да, стерла, убрала. И поэтому с того времени вот это вот забылись абсолютно, забылись. Да, у них тенгризм полностью, и традиция, обычаи, все в тенгризме у татар, на самом деле. И забыли все эти традиции, что нельзя строить возле кладбища дома, что там очень плохо фонит, что там очень... Вот следующий вопрос. Страшные вещи. Существует ли определенный ряд правил, которые безоговорочно следует придерживаться во время траурной процессии? Например, занавешивать зеркала или оставлять открытой дверь в помещении, где жил покойный? Для чего это делается? Нет, существует ли определенный ряд правил, вот которые нужно беспрекословно выполнять? Зеркала надо закрывать, чтобы душа там не заблудилась. А еще как пол моют. Пол моют после, обязательно после того. А к двери там как-то? С двери домой. Не из дома в дверь. Нет,
неправильно я сказала, с двери домой это моют, когда хотят делать денежный ритуал. А когда выпроваживают из дома в дверь, через дверь. Потом, когда, если покойник лежал в доме, если его забирают, 3 раза бьют, значит, ну, стучат в этот, возле входной двери. То есть стучат, как бы, все, его забирают, 3 раза постучали, он уже здесь гость. Я уже об этом говорила, его уже здесь нет. Некоторые традиции вообще через окно забирают. Его через окно забирают, чтобы через эту дверь больше мертвецов не выносили. И такое. То есть, чтобы следом никто не шел. Если он машет головой, если он плохо закреплен, плохо лежит, он обязательно кого-нибудь заберет после себя из семьи. И все этого очень боялись. Я помню, много раз это было, и это действительно как только вот он начинает шататься там, да, внутри в гробу, обязательно кто-нибудь из близких уйдет следом. Причем уйдет в течение года, там, может, и раньше. Удот, да, Птицы. Нана написала, что у нее птицы Да, да, удота, я и она хочет выпить. А они выживут там, вот что. Наверное, выживут, если они уже приучены. Надо Если следить долго за- живут вон, то, наверное, выживут. Ну, я даже не представляю, как там с ними можно жить. Они же болтают весь день. Они самые такие болтущие птицы. Это удоды и еще эти есть. Блин, как их называют, такие хохлатые. Это и есть удоды? Да я даже не знаю, как они выглядят. Хохлатики удоды. вот Я такие. знаю, как уроды выглядят. По-моему, Удоды не хохлатики, знаю. вот они. Мы их все время путаем с дятлом. Мы в детстве думали, что это дятел и есть. У него тоже клюв такой. А это вот эти хохлатики удоды. Поняла? Мгм. Какие? Не Я помнишь? загуглю потом. Вот сейчас покажу тебе. Прямо здесь. Подожди. Бог ты, елки-мотал. Сейчас удод. Увижу удода. Вот он, вот хохлатик. Ага. Во. Ну, покажите всем удода. Да, мы все время почему-то думали, что удод это вот. Нет, что это вот этот Дятел. дятел, да. Даже у меня брат двоюродный называл дядель. Дядя пришел. Вот, он же такой красавчик. Он красавчик, но они болтают, уши вянут. Весь день. Да, они весь день болтают. Так, все. Так, дальше. Что делать с обручальными кольцами вдовцу и погребенному? Так, вдовцу и погребенному. В смысле погребенному. Ну, в смысле, вот его трупа, куда кольцо девать? А, его кольцо. Значит, его кольцо нужно либо оставить на могиле, не зарывать, а прям на могиле оставлять. Вместе со своим кольцом вдовства оставлять и уйти. Вдовцу или вдове оставляют на... То есть оба кольца? Да, сразу? да. Есть такой ритуал, может, опять как-нибудь я дам. Обычно я делала, с людьми ходила, и они оставляли кольцо. Напоминайте мне иногда, что она обещает дать, потому что я сама забываю. Сейчас эфир закончится, и я Ну, я забуду. постепенно все даю. Просто я же не это самое, не робот. Ну, не успеваю я. Я понимаю, что очень много вопросов хотелось бы на все темы получить, но все же просто освободиться, чтобы выйти замуж. Нет, у меня есть ритуалы выйти вдове замуж. Кстати говоря, это тоже очень даже там тоже с кольцом. Да. Выпь, да. Ну ладно, выпь, послушаем еще. Так, давай последний вопрос. И на сегодня, наверное, все, потому что уже час с чем-то, а мне еще снимать надо Нифига себе. большую Так. лекцию. Если еще можно, задам вопрос по теме «Мир мертвых». У нас принято дарить еду, посуду, носки, платки, полотенца за душу умершего. Считают, что все подаренное получает усопший в другом мире. Так ли это? И если можно, нигде видео не встречала, но очень интересно мнение Инги о снисхождении благодатного огня в Иерусалиме. Хорошо. Благодатный огонь в Иерусалиме, фокус-покус. Да. Его нет. Это делается специально. Да уже самые попы все там раскрыли. Да, давно раскрыт. Это все обычный фокус. И один армянский священник, он был изгнан оттуда и предан анафеме, все такое, когда он сказал, что Богу надо верить душой, а не из-за каких-то светопредставлений и фокусов. Когда религия теряет уже своих прихожан,
он привлекает всякими чудесами, да, там то Богородица плачет, а потом обнаружили, что сзади иконы прикрепили и глазам там что-то. И, в общем, там попадя качает, и вот как начала плакать горючими слезами. Ой, Господи! В этот фильм есть «Яблоневый сад», армянский фильм, старый фильм, где там, ой, это плакала, плакала, а ты не слышал, а ты спишь. Вот как, вот так посмотрел, и как заплакал. Он говорит, кто плакал-то, блин, мясник, что ли? Какой мясник? Богородица. А, Богородица, фокус-покус. Ну, хорошо. Ну, вот то же самое. Он просто за мясом отправил, а он, этот прибежал, ой, плачет, так заплакала. Кто, говорит, плакал, мясник, что ли? А я, говорит, на колени упал, и она плачет, и я плачу. Да, вот, примерно так. Значит, это фокус. Да, Так, этого вот, нас священника принято выгнали. дарить бла-бла-бла, и Дальше. это в мире мертвых Вот получают смотрите, это приходит еще с египетских времен, еще до египетских времен. Считается, что вот все материальное, что у нас в мире есть, в и ином жены, и мире, любовниц. да, в ином мире то же самое получает усопший, только в виде уже фантомном виде, ну, в таком. Почему, например, человеку снится, что вот он говорит, и мне холодно, и приносят носки. У нас вообще вот, ну, у армян принято так, если усопший говорит, я хочу есть, приносят кушать его друзьям, одноклассникам, еще кому-нибудь, вот их приглашают, сажают, чтобы он через них эту пищу принял. Я же вам говорю, что их души через нас это принимают, родных людей. Или если говорят, что мне холодно, покупают сапоги и дарят вот близким людям. Или умирает, предположим, его там близкий человек, у нас вот женщины приносят носки, еще что-нибудь складывают. У меня тетка, когда, значит, приехала, дед помер, и вот эти все их вдовы тех и его этих друзей, как начали приносить носки, трусы. Она говорит, блядь, только осталось презервативы еще притащить сюда, хватит уже. Вот, кажется, сложили целый вот такой пакет, но моя бабушка не отправила туда. Она говорит, давай к черту. Ну, она грузинка, ей пофигу. Она все это забрала себе, говорит, я буду носить. Им это не надо, а мне пригодится. Ну, короче говоря, приносят и оставляют. И причем приходят там именно традиции грузинских армян, и у грузин всегда так. Если кто-то умирает, они с фотографией своего мертвого приходят, ставят, вот все прям целые фотографии, галерея, и все плачут. В общем, вот соединяют. Это из древних традиций пришло. Соединяют их всех вместе. Раньше приносили вещь, ну, например, погибал человек, да, и вот его там матери тех воинов, его друзей, которые до него погибли, они приносили его доспехи, клали все вместе и поминали всех сразу, то есть объединили их уже. Ну, это целая традиция, и она существует. Да, материальные вещи в потустороннем мире считается, такого не существует. что здесь тоже такое есть. Если человек приснился, говорит, мне холодно, покупают ботинки, приносят на кладбище, там на могилу кладут, или в церкви отдают, или бедным отдают. Есть ян. То же самое, почему ты думаешь, вещи отдают умершего? Почему говорят, вещи умершего надо раздать? Не потому, что ему они не нужны, уже он ушел, а потому что эти вещи, если ты раздаешь, значит, в ином мире, не в физическом, а в духовном плане, они переходят ему. Да. Ну, это не именно вещи, это, ну, как тебе объяснить, это в таком фантомном плане. То есть, почему я поняла. убивали лошадей? Вот почему вот тот же Цинь Шахуанди, которого называют одним из самых жестоких правителей. Вы еще жестоких правителей не видели. Да, он сверг свою мать, убил детей, которые она родила от другого мужчины, то есть не от своего отца, не от императора. Все это было, да, такие жестокие вещи. А он просто боялся, что она захочет возвести их на престол. И пришел Цинь Шахуанди, то есть представитель Цинь, династии Шах, Шахуанди, то есть, то есть царь, да, император. Он княжил, и по традиции императора династии Цинь, когда император умирал, то все его войско должно было либо покончить с собой, либо, значит, либо их убивали вместе с конями и хоронили вместе с ним. Для того, чтобы у него было свое войско там.
Вот они что, все пришли ему служить и в том мире в том числе. И он сделал по-другому. Он приказал сделать из терракота всех своих воинов. Причем у них у всех разные лица, и у коней, и у воинов, да, они разные, это не одинаково. То есть сделать, ну, скажи мне, статую каждого из них и похоронить вместо настоящих людей, похоронить их копии, их статуи. И вот поэтому нашли в Китае сейчас вот это вот терракотовое войско императора Цинь Шихуанди. Это издревле так было. И жены кончали собой, шли следом. В Индии вообще, значит, кидали в огонь, убивали женщину, вдову вместе с мужем. Вот эти белые вдовы. Да. Делали все, чтобы она умерла и пошла к мужу, и там тоже обслуживала, и стирала, мыла, носки меняла. Короче, всю свою жизнь и смерть посвящала какому-то козлу. Показывали, можете посмотреть «Белые вдовы», там, где рассказывают, что у нее муж умер, когда ей было 15 лет, и с 15 лет этот человек ждет смерти. Ей уже 80 с чем-то лет. То есть она в этом белом, она вдова, их считают проклятым. Если у женщины муж умирает, значит она проклята. Ее даже выгоняют родные, выгоняют сын и все такое. Понимаете, показывали, когда абсолютно голая женщина, у нее ни одежды, ничего просит подаяние, и ей даже еду не дают. Считается, что кто даст ей еду, тот проклят. Понимаете, специально это делалось для того, чтобы она умерла просто. Умерла и ушла к мужу. Страшно. Очень ужасающе. Я даже не представляю, как может человек свою мать выгнать на улицу после смерти отца. На улицу. И она голая будет. Вы представляете свою мать вот так голая сидит? Ну, если у них такие традиции, значит, да нормально не люди для они, них. Яна. Это просто очень удобно и выгодно. Ну, а как вам традиция выкапывать трупаки и фоткаться с ним, то снова закапывать? Хрен с ним, с этими трупаками. От этого никому плохо не становится. Но там есть Мне бы люди... стало. Там есть люди, которые нарушают эту традицию. Там по желанию. Там не традиция, там по желанию. Если ты выгонишь, тебя не осудят. Если не выгонишь, тоже не осудят. То есть ты сам решаешь, можешь выгнать или нет. Ну, понятно. И там показывали одного человека, который этих белых вдов, этих женщин собирает. То есть у него там целый комплекс, они живут, там моют, стирают, едят. И он их занял тем, что вот то, что у нас горит, эти женщины делают. Благовоние? Да, благовоние. Целое там этот предприятие, они это крутят. То есть они зарабатывают себе, да, и этому человеку хорошо. И вы знаете, что вот у этого человека будет очень великий, очень здоровый, очень богатый род. Потому что то есть он человек, но он показал себя как человек. Ему это и не надо. Но он их всех собрал, и как вам сказать, он говорит, как я могу смотреть, как взрослые женщины, то есть умирают на улице голые, просят подаяние, как можно на это смотреть спокойно и жить дальше. А вы, живут же люди, что теперь? Мать выкинули и нормально живут. Это традиция, которую придумали для того, чтобы избавиться, во-первых, от вдов, по-быстрому, ну, сбагрить, куда-нибудь выкинуть. И, во-вторых, чтобы быстрее они умерли, потому что от такой жизни никто... Но особенно, когда я услышала, что ей было 15 лет, когда муж умер, и она до сих пор ждет смерти. Ой, ну это вообще, это, по-моему, мучительная судьба. За гранью. Им некуда деваться, Ян. У них нет ни образования, ничего. Они ни читать, ни писать не умеют. Они как рождаются до 12-13 лет в доме отца, потом их выдают замуж. Как они цыгане? никто и звать их никак. Ну, не совсем как цыгане, но еще хуже. У цыган-то хотя бы, ладно, цыгане в жизни не будут 15 лет сидеть и 80 лет ждать смерти, а хрен из два. У них не такое, они пошустрее все-таки. Вот, собственно говоря. Так, давайте напоследок еще раз скажу. Значит, если... вот вспомни. Если у есть вас вопросы, есть вопросы по говори. миру мертвых, или у вас есть какие-то личные вопросы, случившиеся в вашей жизни, вы не можете на них найти ответы, они тоже связаны с кладбищем, с миром мертвых, вы можете всегда отправить мне их на WhatsApp в любой будний день до 11 часов вечера. В письменном виде, голосовыми не стоит.
И не нужно писать вопросы на Телеграм, я их не читаю, я читаю там только новости. Ну вот, собственно, и еще вы можете отправлять истории про домовых, если у вас там какая-то случилась интересная, мы тоже их зачитаем, и Инга как-то пояснит ситуацию. Вы можете отправлять истории, связанные с чем-то мистическим, мистические истории. Можете отправлять истории, связанные с вашими животными и мистикой. То есть, ну, как-то животное что-то увидело, что-то подсказало, или, ну, вы меня поняли. Поэтому, пожалуйста, жду ваши вопросы, ваши истории на WhatsApp в любой будний день до 11 вечера. Все. Всем удачи, всех благ и всего хорошего. Пока. Нормально, аватар уже сам поставился.